Привет всем, с вами Катерина и наша еженедельная рубрика «Чего новости?». Новости Турции, туризма, а также турецких звезд. Сегодня нас ожидает очень интересный выпуск. Что происходит с вашим забытым багажом в аэропорту? Причина расставания Керема Бюрсина и Серенай Сарыкая. Чатай Улусой получит рекордный гонорар в индустрии сериалов. Что не так с Джаном Яманом? Правда ли, что между певцом Мурат Боз и Туба Бюйкюстюн завязался роман? Первый трейлер сериала «Азиз». Деmet Özdemir и ее новый проект. По кому скучает Ибрагим Челикол? Стала известна причина, почему Ханде грустит. Обо всем об этом и не только в нашей любимой рубрике «Чего по звездам». Погнали! Наш список документов, необходимых для того, чтобы приехать в Турцию, а я еще раз напоминаю о необходимости получения хэс-кода. Что такое хэс-код, где он пригодится и как его получить, я более подробно рассказываю вот в этом видео. Чем вы любите заниматься в свободное время? Нет, я сейчас не говорю о том, что можно сидеть в Инстаграме часами. Какое у вас хобби? Я, к примеру, в свободное время шью. А Хасан Кавал построил 4-метровый фюзеляж самолета в своей квартире площадью 60 квадратных метров. Кавал спустил фюзеляж со своего балкона. В районе Сафранболу города Карабюк начался сбой шафрана, который используется в пищевой, медицинской и швейной промышленности и продается по цене от 50 до 60 тысяч лир за килограмм. Такое я видела только в фильмах. Парень остановил неуправляемый автомобиль. Машина, припаркованная на горе, сорвалась с ручника и покатилась вниз. Оставались считанные секунды до столкновения машины с частным домовладением. Однако два молодых человека, которые увидели, что машина катится вниз, не думали ни секунды. И один из них запрыгнул в открытое окно автомобиля и успел нажать рукой на тормоз. В школе одного турецкого города появился пернатый ученик. Дружба ворона и школьника началась год назад, когда 14-летний Ömer нашел птицу раненой. Мальчик помог ей оправиться, и с тех пор ворон следует за ним повсюду, куда бы Ömer ни пошел. В школе ворону по кличке Думан уже все знают. Учителя не возражают против такого ученика. А после уроков Думан возвращается с хозяином домой. В одном из моих выпусков я уже рассказывала, что же происходит с багажом, если вы не приходите за ним в течение года. Компания хранит его в течение года на общем складе. Если за багажом никто не возвращается, компания проводит торги и продает весь склад багажа целиком. Turkish Airlines снова продали очередной забытый багаж. Около 3000 чемоданов и рюкзаков и почти 3000 электронных устройств. Также 25 тысяч найденных предметов были разыграны на аукционе. Чемоданы и вещи, приобретенные на тендере, были доставлены грузовиками в магазин, который находится в районе Аваджелар, Стамбул. Образовалась длинная очередь среди желающих купить иногда ценные вещи за копейки. Не думайте, что кто-то стоит за нашим нижним бельем. В основном люди покупают технику и брендовые вещи, которые продаются в 3, а то и в 4 раза дешевле рыночной стоимости. Время добрых турецких новостей. Совсем недавно в сети появилась вот эта фотография. На ней изображены две сестры-близняшки – Эдже и Дефне. Известная турецкая шоколадная компания Ülker уже давно выпускает шоколадные конфеты под названием Эдже. Именно эта коробка досталась одной из сестер. Дефне начала плакать, почему же коробки с ее именем не было. Какое же удивление было, когда они получили посылку от шоколадной компании, в которой лежало 2 коробки конфет. Одна под классическим названием Эдже, а другая Дефне. Счастью девочек не было предела. У нас в Стамбуле живет бродячая собака по кличке Боджа, и она считается местной знаменитостью. Бездомный пес путешествует по Стамбулу уже не 1 год. Его можно увидеть абсолютно на всех видах общественного транспорта. Просто задаются, куда же так осмысленно двигается пес. На Бодже недавно одели ошейник с GPS, и стало известно, что Боджи каждый день двигается с запада на восток и в среднем проезжает 30 километров. Я так же, как и многие жители Стамбула, видела Боджи. И меня очень сильно удивило, что собака действительно очень осмысленно куда-то едет. Выходит на определенных станциях метро либо автобусных остановках, переходит дорогу, садится на другой вид транспорта. Так она двигается уже не 1 год. У Боджи даже есть инстаграм-страница, и не одна. А что же у нас творится там, на нашем звездном небосклоне? Я бы хотела поблагодарить каждого из вас за ваши лайки, а также комментарии.
Действительно, вы мой стимул для того, чтобы двигаться дальше. А для моих новых зрителей я напоминаю о том, что в рубрике «Чего новости?», а также «Чего по звездам» отображаются мнения турецких граждан, а также турецких СМИ, а не мое личное. Каналы продолжают закрывать сериалы один за одним, меняя сериалы, сюжеты и сценарии буквально как перчатки. И некоторые сериалы уже выходят в финал на 5-6 серии. Канал Д приостанавливает сериал «Игры судьбы» на 17-м эпизоде. Шоу ТВ приняло окончательное решение по телесериалу «Один из нас». Они выведут сериал в финал уже на 6-й серии. К сожалению, гармонии Özge, Yağız и Bora Akash оказалось недостаточно, чтобы спасти сериал. Но из всех каналов выделился Fox TV. Сериал «Последнее лето» выходит в финал на 26-й серии. В связи с тем, что, к сожалению, рейтинги у него маленькие. Зрители хотели поддержать сериал, и на последней серии рейтинг взлетел на 1-е место, далеко обогнав своих конкурентов. Однако Fox TV сказал, что это решение окончательное и пути назад нет. Еще один сериал Fox TV «Сказка о далеком городе» выходит в финал уже на 5-й серии. Об этом я говорила в выпуске ранее. И так как сериал «Лжецы и свечи» снимается как раз-таки телеканалом Fox TV, для сериала все очень плохо, так как в рейтингах сериал занял 10-ю строчку в группах «Все люди» А, Б, а также 11-е место в рейтинге А, Б, С, 1. Если посмотреть на то, как канал избавляется от сериалов и не дает зрителю вникнуть в новый сюжет, то велика вероятность того, что сериал «Лжецы и свечи» очень скоро может ждать судьба, такая же, как у сериала «Сказка о далеком городе». Зрители уже начинают говорить о том, что они не хотят смотреть очередной сериал на Fox, так как непонятно, закроют его или нет. Крайне важно, чтобы руководство компании Fox TV понимало, что новая стратегия большого преимущества не несет и только оставляет плохие следы в памяти зрителей. Поклонники Элчин Сангу были очень довольны новым персонажем Джейды в сериале «Лжецы и свечи». Как известно, актриса перекрасила свои рыжие волосы и стала блондинкой. Надеемся, что Fox TV даст возможность сериалам раскрыться. Стало известно название сериала с Чатаем Улусоем. В Турции сериал будет называться «Yalı Çapkını». И вообще это название вот этой вот красивейшей птички «Замородка». Также это слово турки используют как синоним к слову «Казанова». Так что каким название будет для иностранного рынка, еще неизвестно. Ходит очень много сплетен и слухов по поводу этого сериала. И кто же в нем снимется? Факт. Единственное имя, которое сейчас официально известно, это Чатай Улусой. Выбор между двумя актрисами Неслихан Атагюль и Özge Gürel еще не сделан. И живой пример, как рождаются половина новостей в Турции. Чатай Улусой подписался на актера Мерта Языджиоğlu, который играл в сериале «Любовь 101» в Инстаграм. И СМИ сразу начало трубить о том, что Мерт снимется с Чатаем Улусоем в новом сериале. Однако же, кто знает, может быть, два актера были на какой-то вечеринке и просто познакомились. Ну, правда, ей-богу, смешно. Также СМИ печатало невероятно большое количество новостей о том, что Чатай Улусой получит рекордный гонорар в индустрии сериалов 450 тысяч лир за серию, что превосходит зарплаты Кванча Татлыту и Кенана и Мирзалиоğlu. Чаатай опроверг данное заявление и сказал, что его гонорар будет 250 тысяч лир за серию. Неслихан Атагюль, которые встретили журналисты со своим мужем Кадиром Доулу, ответила на вопросы по поводу участия в сериале «Yalı Çapkını». Еще ничего не доработано, и на данный момент нет предпосылок об участии в этом проекте. Но я чувствую себя хорошо и готова вернуться на съемочную площадку. Конечно, у нас есть много проектов, над которыми мы думаем. После этого интервью пара уехала отдыхать в Дубае и уже делится фотографиями в социальных сетях. И Неслихан Атагюль такая здесь красивая. Съемки проекта «Другой я» закончились. Tuba Büyüküstün провела время со своими друзьями, сходила на выставку и уже отправилась в отпуск в Европу. В бульварной прессе ходили слухи о романе певца Мурата Боза и Tuba Büyüküstün и приводила вот эти фотографии как подтверждающий фактор. Насколько это правда, журналисты спросили Tuba Büyüküstün.
Актриса посмеялась над этими слухами и сказала: «Мурат встречается со всеми». Туба также сказала, что она изучает новые проекты, но на данный момент нету того, о чем бы можно было рассказать. Актриса Демет Оздемир в этом году добровольно поддерживает проект «Розовый мяч», реализуемый в сотрудничестве с медицинским центром Анадолу и спортивным клубом Анадолу Эфес. Проект призывает привлечь внимание к важности ранней диагностики рака груди. Также Демет поддерживает своего возлюбленного Оюзхана Кёча, который сел в кресло жюри в турецком шоу «Голос». Поклонники актрисы ждали ответа по поводу сериала «Династия», который бы стал ремейком американского мини-сериала 1991 года. Однако новостей по поводу сериала нет. Мне кажется, что его сейчас просто перенесли. Среди предполагаемых проектов Демет сериал «Интибах» по одноименной книге Намика Кемаля 1976 года. Если актриса примет предложение, ее партнером станет Айтач Шашмаз. Стоит отметить, что переговоры с актерами еще ведутся. И четкой договоренности пока ни с кем не достигнуто. Гонка сериалов четверга продолжается. «Девушка за стеклом» уверенно стоит на первой строчке рейтинга. Сериал «Однажды в Чекурово», хотя и начал 4-й сезон с низкими рейтингами, сейчас начинает заинтересовывать своих зрителей. Но критика для сценаристов сериала продолжает расти. Публику стало тревожить то, что персонаж Зульхии снова в кого-то влюбился. В сети уже появляются непотребные фотографии на эту тему. Ибрагим Челикол очень сильно скучает по своему сыну Али. О чем можно судить через его посты в Инстаграм. Недавно он выложил вот это видео с сыном. Я очень сильно надеюсь на то, что его жена и сын очень скоро навестят актера в Адане. Также Ибрагим Челикол дал интервью для октябрьского выпуска журнала Retouch. О нем я расскажу в следующем выпуске. Да, я помню, вы меня просили о том, чтобы я рассказала о предыдущем интервью, но так как я сейчас готовлю даже не выпуск, а большой фильм про Ибрагима, я очень хочу как-то собрать все его интервью и рассказать вам, прям все скопом. Так что для того, чтобы ничего не пропустить, подписывайся на канал, а также ставь на колокольчик. Сериал «Барбаросса», увы, спустился на 4-ю позицию рейтингов. И это бы был очень плохой знак, если бы сериал выходил на Fox TV. Однако он выходит на ТРТ-1, и этот канал заинтересован в своих сериалах, актерах, а также зрителях. Сериал «Барбаросса» – качественная и очень высокобюджетная работа. Однако то, что сериал вызвал ажиотаж в начале и быстро потерял заинтересованность аудитории, можно судить по рейтингам. Выяснилось, что руководство телеканала РТР-1 экстренно внесло изменения в сценарную группу сериала. Ожидается, что новая команда сценаристов увеличит азарт и умножит морские сцены и придаст новое интересное направление сериалу. Кыванч Татлыту, у которого 3,5 миллиона подписчиков в Инстаграм, неактивно использует социальные сети. Именно поэтому, когда он делится фото или видео в Инстаграм, это становится целым событием и моментально попадает в повестку дня. Недавняя публикация Кванча вызвала очарование среди его поклонников. Кванч сейчас находится на востоке страны, в городе Карс, и делится со своими подписчиками красивейшими осенними пейзажами региона. Ура! Свершилось! Я наконец-то вам показываю трейлер сериала «Азиз». «Азиз» представлен в весьма своеобразной манере, является очень высокобюджетным сериалом. Настолько, что специально для сериала в Антакии был воздвигнут целый город. Сюжет сериала таков. Азиз Пайдар, которого играет Мурат Йылдырым, сын семьи Пайдар, крупнейшего и единственного производителя ковров в Антакии. Он ведет зажиточную, богатую жизнь. Судьба Азиза меняется, когда французский делегат месье Пьер убивает своего сына, лейтенанта Андре. И Азизу приходится бросить все и покинуть свой родной город. Хотя все думали, что он мертв, Азиз возвращается через 2 года. Однако теперь ничего не будет по-прежнему. Азиз не только потерял все, чем владел, но и Антакия, находившаяся под французской оккупацией, стала еще хуже, чем когда он уходил. Более того, его первая любовь Дилруба, которую играет Далма Сонмес, помолвлена с сыном его дяди. Азиз окажется перед серьезным выбором.
когда простая крестьянская девушка неожиданно войдет в его жизнь. Как вам, будем смотреть? Напишите, пожалуйста, комментарии, что вы думаете по этому поводу и будете ли вы смотреть этот сериал. Актриса Серенай Сарыкая сияла в Милане как жемчужина и стала настоящей гордостью Турции. В июле прошлого года Серенай стала первым и единственным представителем из Турции у всемирно известного ювелирного бренда Bulgari. В течение года она реализует различные проекты в сотрудничестве с брендом. Серенай Сарыкая считается одной из самых красивых и успешных актрис Турции. Именно так пишут турецкие СМИ. Спустя долгое время мы узнали причину расставания Керема Бюрсина и Серенай Сарыкая. Об этом написала уважаемая газета Hürriyet. Сейчас мы уже не представляем Керема без Ханде и Ханде без Керема. Однако многие помнят отношения Керема с Серенай Сарыкая, которые расстались в 2019 году. Согласно этому источнику, Керем сделал предложение Серенай, и она приняла предложение. Но у Серенай было одно условие для того, чтобы выйти замуж. Этим условием стало то, что Серенай захотела заключить брачный контракт. Этим она взбесила Керема, и пара решила расстаться. Я узнала причину, почему Ханде была в последнее время такая грустная. И мое сердце было разбито. Керем и Ханде вышли из спортзала и не хотели говорить с журналистами. Керем сказал: «Мы сейчас потели, поговорим позже». И каждый сел в свою машину. В то время привлекла внимание фотография экрана телефона Ханде с ее матерью Айлин Эрчел. Айлин Эрчел лечилась от рака и умерла в 2019 году. Ханде была глубоко потрясена потерей матери. Она переживала это горе, работая. Эрчел сказала: «Я, конечно, предпочитаю не говорить об этом, но не говорить – это все равно, что игнорировать. Я провожу дни, испытывая глубокую боль внутри себя и пытаюсь научиться с ней жить. Работа позволяет мне немножко забыться. И, конечно же, мой отец и моя сестра – моя самая большая поддержка. Это очень грустное, непередаваемое ощущение. Не дай Бог ее никому испытать». Меня так тронули ее слова, если честно. Ой, тяжело это. Катюха, взбодрись. Мне кажется, что отпуск – это, конечно, хорошо, но Ханде нужно срочно определиться с новым проектом. Керем, тем не менее, пытается ее хоть как-то развеселить, и в эти выходные они отправились на гонки Формулы-1, которые проходят недалеко от Стамбула. Новости. Джана Ямана. Турецкие СМИ начали активно писать о романе Джана и его партнеру по фильму «Фиолетовый как море» Франческо Челеми. Однако же давайте не будем торопить события. Я заметила что-то очень странное в жизни Джана за последнюю неделю. Как вы знаете, Джан сейчас находится в Палермо. Как всегда, он окружен армией своих поклонников, и если зайти в Инстаграме в интересные локации Палермо, вы уже не увидите достопримечательностей, будут только лишь фотографии Джана. Но прошу внимательно посмотреть на вот это видео. Ничего не заметили? Давайте еще раз посмотрим. Объясню. Я видела Джана вживую на Малатинском кинофестивале. Джан по улицам ходил один, делал фотографии со всеми своими поклонниками, и явно охраны у него не было. Так же, как он и перемещался в Риме и в других городах. Однако сейчас Джан ходит с какой-то невероятно огромной толпой охраны, иногда доходящей до 8 человек. Они бьют по рукам не только его фанатов, но и самого Джана, и постоянно его оттягивают от толпы. С чем это связано? С тем, что Джан может сорвать съемки? Навряд ли, такого никогда не было. Или правительство Палермо решило то, что Джан супер VIP person? Но это тоже странно, потому что в Палермо приезжают даже голливудские звезды, и с ними такой толпы охраны не наблюдалось. Что же происходит? Лично мне непонятно. Если у вас есть какие-то мысли на эту тему, пожалуйста, пишите, делитесь, будет очень интересно с вами подискуссировать. Ставьте лайк, комментируйте видео, а также подписывайтесь на канал. Увидимся с вами уже очень скоро. А сейчас хорошего вам дня!